Меня зовут Никита. Фамилия Шишкин. Меня назвали Фальш. Продолжают так звать. Команда моя Движ Клаб. Вот. Начну рассказывать сначала. Мне, в принципе, уже терять нечего. Ну, собственно, все началось с того, что я родился на свет. И первое, что я увидел, это свою маму, папу. И начал их копировать, глядя на них, на их поведение. Дальше это были бабушки, дедушки. Я тоже продолжал их копировать, манеры их движения, повторять слова. И так продолжается до сегодняшнего момента. Я ничего не могу с этим поделать. Я продолжаю копировать. Я просто неугомонный байтер. Я не знаю, что мне с этим делать. Как вы понимаете, я занимаюсь брейк-дансом. И я продолжаю это делать. Я продолжаю смотреть батлы, я продолжаю ходить на джемы, и там я вижу какие-то фишки, я вижу каких-то танцоров, меня все вдохновляет, мне все нравится, и я не могу удержаться, и я пробую чьи-то движения. Я просто ничего не могу с собой поделать, потому что мне нравится, меня вдохновляет. Я хочу повторять. Я хочу делать все, что мне нравится. Я пытался что-то придумать свое, но у меня ничего не выходит. Просто как только я начинаю как-то самовыражаться, тут же все начинают стучать локтями на тренировке, на батлах. Да даже на улице дедушка на остановке мне стучит локтями. Я ничего не могу с этим поделать. Я думаю, что мне уже ничего не поможет, потому что я думаю, что это последняя стадия байтеризма. И мне, скорее всего, осталось недолго в брейкдансе. Расскажи, пожалуйста, когда ты первый раз осознанно скопировал чье-то движение? Это было в 2010 году. Я ездил на Ялта Summer Jam. И там приехал к Сиску. И он делал продевание ногой через колено, заходя вниз. И я тогда подумал, что это гениально. Я хочу делать так же. И я попробовал это сделать. Что ты почувствовал в этот момент? Я почувствовал эйфорию, я почувствовал вдохновление, я почувствовал, что мой мир меняется, мое сознание меняется, все вокруг становится другим совершенно. Восприятие мира меняется все абсолютно. То есть ты уже после того, как ты сбайтил, ты уже больше не сможешь от этого отказаться. Я знаю то, что ты продолжал байтить в школе, в туалете, в столовой, в кабинете директора. Это правда? Я был абсолютным байтером, поскольку я пробовал бутерброд с горбушей в школе и приходил домой и делал точно такой же, потому что я понимал, что это совершенство, и это очень вкусно, и то есть я по-другому не смогу сделать. Я не смогу сделать что-то сам, свое. Мне проще взять. Ты знаешь, мы были у твоих родителей в твоей комнате, и мы обнаружили на твоих полках под кроватью, под одеялом диски Freestyle Session. Все части, все года.
Что ты скажешь по этому поводу? Ты даже не стесняешься этого, понимаешь? Как ты родителям в глаза смотришь после того, как ты посмотрел полуторачасовое видео с Freestyle Session? Я не знаю, что со мной было. Я просто включал кассеты и смотрел, и перелистывал, и ставил на замедленное, будто мной кто-то управлял. Я не знаю, что со мной было в те секунды, в те моменты, когда я снова и снова проматывал назад, чтобы сделать замедление движения, чтобы скопировать его. Приходил на тренировку и пробовал, и делал, и... Никита, у тебя есть семья? Я слышал, что жена от тебя ушла. Она не могла больше смотреть видео с батлов, потому что она просила включить кино, например, или что-то еще. Я все просмотрел батлы, всех малышей в Инстаграме просмотрел, всех, я не знаю, из Индии, из Китая, китайцев. Вот это надежда для меня, конечно, потому что их реально больше. И возможно, что они что-то там, что-то попадется свежее, то, от чего мне станет легче. И она не могла больше смотреть на это. Конечно, она ушла. Как и все женщины, они уходят, если ты помешан. Когда ты в последний раз употреблял чей-то стиль? Насколько он был чист в твоем исполнении? Последний раз это был Cloud. Когда он танцевал на Red Bull против Лилу, я тогда увидел, что этот стиль, это именно тот стиль, который мне нравится и который я хочу употреблять. Вот, и я пришел на тренировку, я ходил на все батлы, я испытывал эйфорию, просто бесконечную. Я показывал всем в округе все эти фишки. Я чувствовал себя Клаудом. Мне было просто прекрасно, пока в один момент это все не пропало. Это все пропадает. Почему это все пропадает? Я хотел, чтобы это было со мной всегда, но нет. Я знаю то, что это был тот толчок, который впоследствии повлиял на то, что у тебя порушилась семья. Я знаю то, что ты потратил все деньги на залы. Ты арендовал зал с 6 часов утра до 3 часов ночи каждый день в течение 3 месяцев. Ну, наверное, это все-таки стиль Клауда на тебя так повлиял. Мне очень больно об этом говорить. Но мне очень стыдно. Мне очень стыдно, потому что ты когда-то все равно разочаровываешься в чьем-то стиле, и тебе нужен новый стиль. И ты понимаешь, что ты потратил все деньги на то, чтобы обрести этот стиль. Но дороги назад уже нет. И я в полном унынии. Сейчас я в полном унынии. Потому что мне кажется, что это предел. Ничего нового уже нет. Ни у кого нет стиля. Ни у кого нет фишек. Некоторые наши специалисты рекомендуют брать чье-то движение и изменять его. У тебя получилось это сделать? Мой мозг, поскольку он байтерский, он мыслит таким образом, что когда я беру какие-то два движения, допустим, нет, не два движения, а одно движение и пытаюсь его изменить,
я все равно его изменяю, как изменял его кто-либо. У меня нет своих мыслей. Ребята на тренировке у вас тоже этим занимаются? Я не могу сказать, что они занимаются этим в меньшей степени, чем я, но они также нуждаются в новом, и это также для них является проблемой. Мы не сможем существовать в скором времени. Ни я, ни моя команда, ни вообще все байтеры, мы не сможем существовать. Мы не сможем существовать без вас, без создателей, без вас, без гениев, которые творят этот мир. Мы не сможем без вас, поймите это. Сколько движений тебе нужно в день, чтобы получить ту дозу, которая тебе так нужна? Сейчас уже гораздо больше. Но информации становится все меньше и меньше. Все больше становится байтеров и все меньше тех, кто создает, и поэтому байтерам сейчас очень сложно живется, потому что нечего брать, нечего, все батлы уже пересмотрены, все фишки уже, я знаю абсолютно все фишки, и я хочу их делать все, но хочется фреша, мне нечего байтить теперь. Я не знаю, что мне делать, потому что вы понимаете, что байт – это тот наркотик, который на грани исчезновения. Мне кажется, что скоро я останусь без него, потому что никто ничего не создает. И мне страшно. Да, цифры на самом деле неутешительные. Ты сам, наверное, понимаешь, что 99% танцоров это байтеры. К сожалению, да. Все держится на одном проценте, на интеллектуальном меньшинстве. И это интеллектуальное меньшинство правит всем брейкданс миром. Нам, конечно, достается от них по полной, но как и им без нас, так и нам без них, мои герои. Пожалуйста, я вас умоляю, создавайте больше. Я хочу, чтобы у вас было не 1%, а 2. Хотя бы 2. Потому что мне вы нужны. Вы мои создатели. Вы, у кого я беру, у кого я хочу каждый день брать движение и байтить, потому что я уже скоро останусь ни с чем. Хорошо, Никита, спасибо за это отличное интервью. И знаешь, у нас есть решение для тебя. Я приглашаю тебя в наш научный центр по выведению создателей, формированию стиля, созданию signature движений, как это сейчас модно в вашей среде. Поэтому с завтрашнего дня в 6 часов 45 минут мы ждем тебя на центральной станции вокзала. Подъедет автобус. Там будут точно такие же ребята, их будет около 50 человек. Это те люди, которые продолжают заниматься этим и не знают, что с этим быть. У них тоже уже нет семьи, нет команды. Их не пускают в залы, даже за деньги. У них ограниченный трафик в интернете, они могут посмотреть только одно видео. Ты понимаешь, о чем я? Поэтому мы ждем тебя завтра, мы тебе поможем. Хотел сказать отдельное спасибо вам за то, что вы делаете. Это очень важно. Спасибо. Спасибо.
пойдем, тут новое видео Клауда в инстаграме вышло.